Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из Тильда в новую почту. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Тильда в другие системы. Например, через новую почту управлять новыми заказами и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Тильда. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Получить данные из форм». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Тильда к системе Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Далее необходимо скопировать URL для приема данных и перейти в ваш личный кабинет Тильды. Нажимаем на «Редактировать сайт». Настройки сайта. Ищем вкладку «Формы». Листаем вниз и выбираем «Webhook». Вставляем наш скопированный URL-адрес. Сохраняем наш результат. Далее, чтобы загрузить тестовые данные, мы должны подключить наш аккаунт Тильды к новой почте. Переходим во вкладку «Платежные системы» и листаем в самый низ. Находим новую почту и нажимаем. Далее нам необходим API-ключ новой почты. Заходим в ваш профиль новой почты и кликаем на «Настройки». Переходим в «Безопасность» и генерируем ваш API-ключ. Копируем его и вставляем в наше поле в Тильде. Далее необходимо заполнить поля новой почты. Сохраняем наш результат. Далее обязательно подключаем любую платежную систему, например, наличные. Сохраняем наш результат и обязательно публикуем наш сайт. Теперь нам необходимо сгенерировать данные, в данном случае путем заполнения формы на сайте. После заполнения данных возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Тильда успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем «Новая почта». Далее необходимо указать действие. Выбираем «Создать ТТН отделение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт новой почты к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать API-ключ новой почты. Возвращаемся обратно в ваш личный кабинет новой почты и копируем API-ключ. Вставляем его в окно и сохраняем результат. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поля новой почты данными из Тильды. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите из выпадающего списка.
Вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Далее, чтобы назначить город и номер отделения получателя, листаем наверх и нажимаем на плюсик и выбираем форматирование данных. Выбираем поле для нашего форматирования и назначаем ему действия. Эти действия нужны нам для того, чтобы мы смогли указать город и отделение в правильном формате, и новая почта смогла их распознать. После того, как мы закончили форматировать, возвращаемся к главной настройке и выбираем наши новые переменные. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в новую почту. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в новую почту». Переходим в систему и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных новой почты завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!